Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я буду украшать большой торт белково-заварным кремом и покажу вам именно как очень быстро, простыми самыми насадками украсить такого плана торт, на что обратить внимание, какие вспомогательные средства мне понадобятся для этого, самые простейшие. И хочу поделиться, рассказать, как сочетать здесь правильно красители. Торт я украшала итальянской меренгой, белково-заварным кремом. Тортик я покрыла белым кремом. Сверху я нанесла просто тоненькую прослоечку именно вот такого зеленого крема. Здесь у меня листовой зеленый. Едва-едва я дотронулась до белого крема, и у меня получился вот такой цвет. Как сделать вот такие полосы на торте, есть у меня подробное видео, я вам ссылку оставлю в описании. Сейчас буду делать цветы. Насадка здесь у меня открытая звездочка 8 мм, изогнутая роза 2 см на выходе. Я ее сделала более узкой, сама плоскогубцами. Делается это элементарно просто, то есть обычная, самая обычная изогнутая роза. У меня даже номера у этой насадки нет, но я очень люблю ей пользоваться, этой насадкой. Под углом 45 градусов по отношению к столу я держу эту насадку, как бы вот так поддеваю каждый лепесток. Когда лепесток отклоняется, эту часть лепестка я ее поддеваю узким выходом насадки. Получается как бы лепесток у розы как такой заостренный. Она более естественно вот так выглядит. Каким красителем я это окрашивала? Здесь я смешала немножко розового красителя и буквально капельку черного красителя, чтобы получился вот такой размыто-грязно-розовый цвет. Очень красиво сочетается вот с таким листовым зеленым. Главное здесь не увлекаться вот этой вот яркостью. Выставляю на подушку кремовую, которую я изначально сделала из насадки, звездочка. И таким образом я сейчас делаю все розы. Здесь композиция мне нужна была именно только из розочек. То есть всегда такие композиции делать гораздо проще, чем делать из нескольких видов цветов. Одну розу нам не нужно здесь мешать краситель, нам не нужно здесь переставлять насадки, кондитерские мешки менять. То есть такие тортики украшаются очень просто и очень быстро. И я покажу сейчас в течение видео, как разнообразить такой торт. Эту розу я сделала поменьше размером. Выставляю все розочки на торт. И сейчас покажу, как бутончик сделать. То есть все это делается элементарно, просто и быстро. Благодаря вот такой насадке достаточно естественно выглядят вот эти все розочки. Также бутончик делаю, тут буквально 2-3 лепестка добавляю на основание, и уже получается готовая розочка маленькая. Из этой же насадки я сейчас отсаживаю вот такие, как бы имитацию такую бутонов уже на самом торте. Не увлекаюсь тоже этим всем, здесь буквально 3 бутончика. Здесь меня все уже устраивает. Здесь переходником от насадки я делаю цвет листовой зеленый, у меня также такие как бы основания для порослей, которые я потом буду здесь использовать. Такие как бы кустики, ну что-то такое фантазийное. Насадку здесь, конечно же, можно использовать также, насадку круг. Можно просто из кондитерского мешка это делать, можно их более маленькими делать. То есть здесь все на ваше усмотрение. Главное здесь занять пространство, потому что торт большой. Торт у меня, забыла сказать, 26 сантиметров в диаметре. Сам торт, бисквитный торт у меня здесь был с клубничной начинкой. Несколько видов бисквитных тортов с клубникой есть уже на моем канале. Ссылки можете посмотреть в описании к видео. Здесь у меня насадка номер 13, открытая звездочка, самая маленькая, 3 мм на выходе. Ей я делаю вот такие вот незатейливые поросли, это как бы основу я делаю. Потом я еще буду их дополнять кондитерской посыпкой. Это как бы у меня сейчас просто в процессе все. Насадка номер 3 это самая маленькая звездочка, которая есть именно для кремовых тортов. Пару листиков еще отсаживаю. Насадка листик здесь номер 70. У меня 10 мм на выходе. Крем все тот же, листовой зеленый цвет у него. Все, основа у меня готова сейчас.
Здесь я буквально каплю кипяченой воды холодной развела с вот таким вот листовым зеленым красителем. Гелевый водорастворимый краситель пищевой. Тонкая кисточка здесь. Такие кисточки можно купить в отделе для маникюрных принадлежностей. И вот ими очень удобно рисовать на торте. На что здесь нужно обратить внимание? Кисточка всегда должна быть смочена у нас в красителе. Потому что у белкового крема есть такое свойство, что если кисточка будет такая сухая достаточно, сразу же пойдут разрывы и борозды по крему. Вот это нужно избегать. Здесь, конечно же, делаем такие как бы волнистые линии, чтобы делать такие естественные веточки. Здесь не обязательно иметь какой-то навык рисования. Просто вот в произвольном порядке делаю такие незатейливые какие-то веточки. Главное, чтобы они были так более или менее похожи на естественные. И обратите внимание, кисточку я постоянно смачиваю в красителе. То есть сухой кисточкой здесь работать просто невозможно. Испортите тогда весь вид торта. Не обязательно такую кисточку брать, можно просто из какого-то набора взять самую тоненькую кисточку. Белково-заварного крема у меня ушло на украшение такого торта из расчета порции на 180 грамм белка. Торт большой. По сути, с белковым кремом он у меня уже получился 27-28 сантиметров в диаметре. Также, конечно же, ссылки на приготовление самого белково-заварного крема я вам оставлю в описании к данному видео и ручным миксером, и планетарным. И вот здесь вот очень важный момент. Я здесь использую просто обычную, самую незатейливую мелкую посыпку кондитерскую белого цвета. Здесь можно, естественно, любого цвета брать. Вот эти поросли я делала серым цветом. Я буквально дотронулась капелькой черного красителя до белого крема, и получился вот такой вот слегка сероватый цвет. Сейчас эти поросли я также покрою вот этой вот посыпкой белой. Низ торта я также украшаю вот этой посыпкой. То есть я в этом видео хочу с вами поделиться, как именно очень и очень быстро сделать вот такой вот тортик. Заранее я уже изготовила вот такие шарики из мастики. Они могут храниться хоть месяц, хоть два в герметично закрытом контейнере. Я их изготавливаю, потом даю им очень хорошо просохнуть. И покрываю их потом уже таким перламутровым кондурином. Заготавливаю я их, как правило, в разных цветах, чтобы они у меня всегда имелись в наличии. Когда нужно быстро вот так украсить тортик, они мне очень помогают в работе. Вот такая композиция у меня получилась. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.